Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы собрать действительно бюджетную, но при этом красивую и необычную игровую сборку полностью с AliExpress? Не просто очередной компьютер, а что-то, что выделяется и выглядит необычно. Мы не будем использовать классический корпус. Вместо него у нас будет алюминиевая открытая рама, что-то среднее между дизайнерским объектом и технической платформой. Да, это будет эксперимент, но это будет стильно, мощно и бюджетно. Итоговая таблица с примерными ценами в конце видео. Погнали! Metal Fish Block Case – алюминиевая рама, которая делает всю сборку особенной. Первое, что задает тон всей системе, это корпус. Точнее, его отсутствие. Полностью открытая алюминиевая рама, которая превращает компьютер в экспонат. Каждый компонент здесь на виду. Видеокарта, память, кабели, охлаждение – все становится частью визуального образа. Открытая конструкция обеспечивает идеальный воздушный поток, а минималистичный дизайн делает сборку легкой, аккуратной и современной. Такой выбор не ради экономии, а ради эстетики. Он подчеркивает каждую деталь и делает даже бюджетные комплектующие выглядящими дороже, чем они есть. Машинист X99PR9H в белом исполнении. Это один из тех случаев, когда бюджетная плата выглядит как премиальная. Серебристые радиаторы, аккуратная компоновка – все это создает ощущение цельности и чистоты. Она поддерживает процессоры Xeon, работает с DDR4, имеет слот под NVMe, гигабитный LAN и все необходимое для современной сборки. Несмотря на свою цену, плата уверенно держит многопоточные процессоры и позволяет собрать мощную систему без переплат. В открытой раме она смотрится особенно эффектно, как будто ее проектировали специально для такого формата. Это отличный фундамент для бюджетного, но стильного ПК в белом исполнении. Xeon E5-2682V4 16 ядер и 32 потока, которые меняют правила игры. Когда-то стоили как хороший ноутбук, сегодня же этот процессор можно купить за цену обычного кулера. Но главное — это не просто много ядер, это стабильность, производительность и возможность запускать современные игры, стримить, рендерить видео и работать с тяжелыми задачами одновременно. Да, частоты у него не самые высокие, но многопоток делает свое дело. В играх он показывает себя уверенно, а в рабочих задачах вообще превосходно. Для бюджетной сборки это идеальный выбор. Дешево, мощно, надежно. И он идеально дружит с нашей X99 платой. Водяное охлаждение Teucer EF120. Красота, тишина и практичность, чтобы наш Xeon не превращался в обогреватель. Это компактная 120-мм водянка, но ее возможностей более чем достаточно для процессора. Белые шланги, аккуратная помпа, мягкая RGB-подсветка – все это делает систему визуально цельной. В открытой раме водянка смотрится особенно красиво. Свет отражается от алюминия, создавая мягкое сияние вокруг процессора. Устанавливается она легко, обслуживать ее удобно, а шум минимален. Это тот случай, когда бюджетное охлаждение выглядит как премиум и работает лучше, чем многие башни за те же деньги. И да, это идеально вписывается в белую тему сборки. Hynix ECC Reg. Недорогая, надежная, серверная оперативная память на 16 гигабайт от Hynix. Да, это не геймерские модули с агрессивным дизайном, но мы добавим белый радиатор, и теперь она выглядит как часть единой композиции. ECC-память — это стабильность и надежность. Она создана для серверов, где ошибки недопустимы. И самое главное, она стоит дешевле обычной игровой памяти. Да, 16 гигабайт сегодня это минимум, но для бюджетной сборки этого достаточно. Игры, браузер, монтаж Full HD, стриминг — все это работает без проблем. А если захочется, можно легко добавить еще 16 или 32 гигабайта позже. Это идеальный баланс цены и качества.
Питание – это то, на чем экономить нельзя, поэтому Metal Fish Kirin 750K на 600 Вт с сертификатом 80+ Silver – это отличный вариант для бюджетной сборки. 80+ Silver означает, что блок работает эффективно, не греется, не шумит и не тратит лишнюю энергию. Белый корпус идеально вписывается в стиль сборки, а кабели легко укладываются в открытой раме. Мощности хватает с запасом. Xeon плюс RX 590 – это далеко не самый прожорливый тандем. Это тот случай, когда бюджетный, качественный блок питания от проверенного бренда не вызывает сомнений. Видеокарта Soya RX 590 – это честный Full HD и стабильный FPS. 8 ГБ GDDR5, 2304 потоковых процессора и 256-битная шина. Уверенно тянет современные популярные игры без перегрева. Fortnite 5, The Finals, Counter-Strike 2, Warzone. Все это запускается плавно, стабильно и без ощущения, что ты играешь на старом железе. Карта питается всего одним 6-пин, не требует монструозного блока питания и отлично вписывается в открытую раму, где видно каждый ее вентилятор. Это не флагманское решение, но делает свою работу честно и уверенно, а в бюджетной сборке это самое главное. RX 590 – это тот редкий случай, когда отрабатывается каждый потраченный доллар. Для бюджетной сборки это идеальный вариант. Накопитель NVMe SSD от бренда Netek на 500 ГБ со скоростью чтения до 3500 МБ в секунду делает систему быстрой и отзывчивой. Windows загружается за секунды, игры запускаются мгновенно, файлы копируются без задержек. Все работает так, будто система постоянно на взводе. Чтобы накопитель вписался в общую стилистику, как и память, мы устанавливаем на него RGB-радиатор с зеркальным эффектом. Стоит копейки, но несет не только декоративную функцию. Он действительно эффективно охлаждает чипы, снижая температуру под нагрузкой. В открытой раме такой SSD выглядит как маленькое светящееся окно, добавляя глубины, объема и визуального акцента всей сборки. Это не просто накопитель, это элемент дизайна, который делает систему не только быстрее, но и красивее. И напоследок периферия. Мы берем недорогой комплект клавиатуры и мыши с мягкой радужной RGB подсветкой, который отлично вписывается в общую эстетику сборки. Клавиатура с плавающими клавишами, водостойким корпусом и приятным ходом – это простой, но надежный вариант для старта. Мышь тоже без изысков, но удобная, с нормальным сенсором и адекватным весом, чтобы рука не уставала. И да, для игр проводные устройства всегда предпочтительнее. Никакой задержки, никаких просадок по сигналу, никакой зависимости от батареек. Просто стабильность и предсказуемость в каждом движении. Это не премиум периферия, но она выглядит достойно, работает честно и идеально подходит под концепцию бюджетной сборки, где каждая деталь должна быть функциональной и визуально аккуратной. Финиш. И что в итоге? Выглядеть, по мнению чата GPT, это должно так. Простим ему неточности. Все комплектующие вместе обойдутся около $470. Но если покупать на распродаже, использовать купоны продавцов и брать комплектующие по отдельности, чтобы не попадать под таможенные сборы, то можно уложиться примерно в $400 за кастомную, стильную, мощную, апгрейдопригодную сборку. Или лучше Mac Mini. Пишите, что думаете. Все ссылки в первом комментарии. Подписывайтесь на MyWisePrice и Telegram, если хотите узнавать все свежее первым. Увидимся в следующем обзоре. Пока!